Сегодня в турецком шоу-бизнесе сразу несколько историй, после которых хочется задать один вопрос: что вообще происходит за кулисами? Одну из самых обсуждаемых актрис неожиданно связали с громким проектом, но дальше все пошло совсем не по тому сценарию, который уже успели придумать поклонники. Один из самых известных турецких актеров вдруг сделал шаг, который мгновенно вызвал волну догадок. А вокруг другой звездной пары появились цифры, от которых турецкая пресса буквально загудела. И это еще не самое интересное. Будет возможно возвращение дуэта, который зрители помнят много лет, новая экранная пара, теплая семейная новость и очень непростая история вокруг одного из самых популярных сериалов последних лет. Причем ближе к финалу мы доберемся до детали, которая может полностью изменить отношение зрителей к новому сезону. Так что сегодня лучше ничего не пропускать. История с Хандой Ерчл за последние дни получилась почти образцовой для турецкого шоу-бизнеса. Сначала появляется одно громкое имя, поклонники уже мысленно собирают новую экранную пару. Соцсети начинают обсуждать возвращение старой химии, а потом выясняется, что реальность выглядит совсем иначе. Речь идет о сериале «Разведка» Тишкилат. Проект готовится уже к 7-му сезону, а Толга Сараташ продолжает оставаться одним из его центральных актеров. Еще в июне профильная журналистка Берсен Алтунташ сообщала, что Толга договорился о продолжении работы в сериале, и для нового сезона ему будут искать новую партнершу. Согласитесь, при таких вводных пространствах для слухов появляется моментально. Достаточно было прозвучать имени Ханды Ерчл, и картинка для поклонников сложилась сама собой. Ханда и Толга ведь уже работали вместе. Многие из вас наверняка прекрасно помнят дочерей Гюнеш, Гионаш и Кызлары. Для части зрителей это вообще тот самый период, когда за молодой Хандой начали особенно внимательно следить. Поэтому идея снова поставить ее в пару с Толгой спустя годы выглядела слишком красиво, чтобы люди просто прошли мимо. Именно отсюда и началась волна вопросов. Неужели Ханде действительно приходит в разведку? Причем звучало это настолько уверенно, что где-то уже начали обсуждать не саму возможность, а практически готовое возвращение пары. Вот такие вещи я всегда советую воспринимать осторожно. В турецких сериалах расстояние между словами «имя актрисы обсуждается» и «актриса подписала контракт» иногда размером с целый Стамбул. 10 августа Берсен Алтунташ внесла в эту историю довольно жесткую ясность. По ее данным, Ханда Ерчл не проводила переговоров с Тишкилат. Более того, сообщалось, что в сезоне 2026 года актриса вообще не планирует возвращаться в большой телевизионный проект основного эфира. Сейчас в ее планах находятся 2 фильма, причем историю одного из них, по данным источника, Ханда пишет сама. Вот это уже куда интереснее обычного опровержения слуха. Потому что получается, пока часть публики ждет Ханде в очередном длинном сериале, сама актриса, судя по поступающей информации, смотрит совсем в другую сторону. Мне здесь особенно любопытна именно эта перемена. Ханде давно могла бы спокойно выбирать привычный путь: громкий телеканал, популярный партнер, длинный сезон, еженедельный эфир. Имя у нее есть, аудитория огромная, любой новый кастинг с Ерчл мгновенно становится новостью. Но если информация о 2 киноработах верна, а одну историю она действительно разрабатывает сама, это уже попытка выйти из привычной позиции, актрисе предложили роль, и получить больше контроля над тем, что она делает. Для артиста такого масштаба разница серьезная. Посмотрите, как устроена эта профессия. Сегодня тебя любят в одном образе, завтра зритель требует похожего героя снова. Продюсеры видят успешную формулу и начинают предлагать примерно то же самое. В какой-то момент приходится выбирать: продолжать давать публике именно то, чего она ждет, или рисковать и идти туда, где еще неизвестно, какой будет реакция. Похоже, в случае Ханде сейчас интереснее второй вариант. Только история на этом не закончилась. Почти сразу после того, как версия с Ерчл начала рассыпаться, в турецкой прессе появилось другое имя – Бенсу Сарал.
12 августа Бирсен Алтунташ сообщила, что создатели Ташкилат сделали Бенсу Сарал предложение стать новой главной женской звездой сериала. Речь на данный момент идет именно о переговорах. Контракт, как окончательно подписанный, публично не объявлялся, поэтому говорить Бенсу Сарал уже стала партнершей Талгиса Рыташа, пока рано. Чувствуете, насколько быстро все поменялось? В понедельник обсуждают Ханде Эрчел. Через пару дней появляется Бенсу Сарал. Причем для зрителя это уже совершенно другая экранная энергия. С Ханде срабатывала бы ностальгия. Люди сразу вспоминали старый дуэт с Толгой, сравнивали бы их сегодняшних с теми молодыми героями, обсуждали, сохранилась ли между ними экранная химия. С Бенсу такой багаж не давит. Здесь уже можно строить новую пару практически с чистого листа. Кому-то это понравится больше, кому-то наоборот будет обидно, потому что возможность увидеть Ханде и Толгу вместе выглядела заманчиво. Я бы вообще не удивился, если часть поклонников еще какое-то время продолжит надеяться на Эрчел, даже несмотря на появившиеся опровержения. Мы с вами прекрасно знаем зрителей турецких сериалов. Если им однажды показали красивую потенциальную пару, так просто эту мысль уже не заберешь. При этом сама ситуация вокруг разведки показывает еще одну интересную вещь. 7-й сезон – это уже возраст для сериала серьезный. Зрителей нельзя бесконечно кормить одной и той же комбинацией героев. Нужны новые лица, новые отношения, иногда довольно рискованные перестановки. Толга Сарыташ остается, а женская часть главной пары меняется. Значит, создателям придется заново убеждать аудиторию, что новая история достойна ее внимания. Получится ли это с Бенсу Сарал, если стороны договорятся? Я бы пока не торопился раздавать авансы. Бенсу актриса заметная, внешне пара с Талге наверняка будет смотреться эффектно. Только популярный турецкий сериал держится далеко не на двух красивых лицах в одном кадре. Зрителю нужно поверить в отношения персонажей. Нужен характер, конфликт, напряжение. Иначе интернет 2 дня пообсуждает фотографии новой пары, и все на этом закончится. Есть еще деталь, из-за которой эта история кажется мне показательной. Имя Ханде Эрчела оказалось достаточно просто произнести рядом с названием популярного сериала, и этого хватило, чтобы новость полетела. Даже без переговоров. Это хороший показатель ее сегодняшнего статуса. Ханде может не сниматься в проекте, не подписывать контракт, вообще не приходить на встречу с продюсерами, а обсуждение уже идет так, будто завтра появится первый трейлер. Для самой актрисы в этом есть и плюс, и определенная ловушка. Любой слух становится громким, любое молчание начинают трактовать, любой новый партнер моментально сравнивается с предыдущими. Так что на сегодняшний день картинка выглядит довольно четко. Ханде Эрчел с разведкой, по имеющейся информации, переговоров не вела. Ее имя действительно обсуждалось вокруг проекта, но фактического подтверждения участия нет. Бенсу Сарал предложение получила, однако окончательного официального объявления о подписанном соглашении на момент появления этих сообщений тоже не было. Вот так одна красивая версия за несколько дней превратилась в совершенно другую историю. Причем дальше в турецком шоу-бизнесе сумма становится уже куда серьезнее. Потому что пока вокруг Ханде обсуждают роли, фильмы и возможных партнеров, вокруг другой знаменитой пары заговорили о деньгах. Причем о таких гонорарах за одну серию, после которых обычный зритель вполне закономерно спросит: «Простите, это действительно столько стоит? А вот теперь к деньгам». И суммы там такие, что я, когда увидел их впервые, тоже остановился и перечитал еще раз. По информации журналистки Müge Dağıstanlı Erdoğan, Бурак Özçivit в новом проекте якобы будет получать 4 миллиона 500 тысяч турецких лир за одну серию, Фахри Evcen 2 миллиона 500 тысяч. То есть вместе около 7 миллионов лир за неделю, если оба проекта будут выходить в обычном недельном режиме. Скажу сразу, я бы не подавал эти цифры как официально подтвержденные. Контракты никто публике не показывал. Сами Бурак и Фахрие сумму не называли. Это информация турецкой прессы, но обсуждение уже пошло серьезное,
потому что речь все-таки не о случайных актерах. Бурак после многих лет в основании Осман готовится к новому сериалу Güneşin Doğduğu Yer. И вот это лично мне гораздо интереснее самих миллионов. Потому что Бураку теперь предстоит самая неприятная вещь, которая случается с актером после очень большой роли – доказать зрителю, что он умеет быть кем-то еще. Сколько лет мы видели его Османом. Для огромной части публики Бурак уже буквально сросся с этим образом. Костюм, борода, взгляд, манера держаться – все стало привычным. А теперь все. Новый персонаж, новая история, другой мир. И зритель обязательно будет сравнивать. Даже тот, кто скажет «нет, нет, я совершенно объективен», все равно в первой серии посмотрит на Бурака и где-нибудь внутри головы вспомнит Османа. Вот почему его новый сериал мне действительно любопытен. С Фахрие ситуация другая. Она возвращается на телевидение после большого перерыва и готовится сниматься в проекте «Хамал» вместе с Актаем Кайнарджей. И ей, по тем же сообщениям прессы, приписывают гонорар около 2 500 000 лир за серию. Получается довольно редкая картина. Бурак и Фахрие практически одновременно возвращаются к активной сериальной работе, но каждый идет своей дорогой. И вот здесь я бы с удовольствием посмотрел, чей проект зритель примет теплее. Не потому, что надо устраивать соревнования между мужем и женой, совсем нет. Просто положение у них сейчас разное. Бурак выходит из сериала, который много лет держал его на виду. Фахрие, наоборот, возвращается после паузы. Одному надо избавиться от тени прежнего героя, другой напомнит зрителям, почему ее когда-то так любили. А это, поверьте, иногда сложнее, чем получить хороший контракт. Громкое имя может привести зрителя на премьеру. Вторую, третью, пятую серию он уже смотрит только в том случае, если ему действительно интересно. Поэтому я бы пока не восхищался этими миллионами и не возмущался ими. Пусть сначала покажут сериалы. Если история Бурака выстрелит, все скажут: ну конечно, он этих денег стоит. Если не выстрелит, те же самые 4,5 миллиона ему будут припоминать в каждом втором заголовке. С Фахрие будет то же самое. Мне вообще кажется, что именно ближайший сезон хорошо покажет, насколько фамилии Ощевет и Евджен сами по себе еще способны собирать большую телевизионную аудиторию. Потому что одно дело – популярность в социальных сетях, рекламные контракты и красивые фотографии. Совсем другое, когда вечером выходит серия и зритель решает, смотреть ее дальше или переключить канал. А теперь представьте совсем другую ситуацию. У тебя миллионы поклонников, огромное количество подписчиков, каждое новое фото расходится по прессе, и ты просто берешь и закрываешь свои страницы. Именно это сейчас сделал Кыванч Татлытук. Разумеется, поклонники сразу решили, что просто так такие вещи не происходят. Кыванч Татлытук вдруг закрыл Инстаграм, где за ним следили около 5 миллионов человек. Одновременно исчез и его аккаунт в X. Никаких предварительных объяснений поклонники не получили, поэтому вокруг решения актера почти сразу начали строить версии. Для Кыванча это особенно заметный поступок. Он не относится к тем артистам, которые ежедневно рассказывают публике, что съели на завтрак, но и затворником его назвать нельзя. На его странице появлялись фотографии с женой Башак Дизер, сыном Куртом Эфе, кадры с отдыха, работы, моря. Люди привыкли хотя бы время от времени видеть, чем он живет. Поэтому исчезновение страницы быстро породило знакомый набор догадок. Что случилось? Почему именно сейчас? Не стоит ли за этим какая-то личная история? Оказалось, что ответ, если верить информации из окружения актера, куда проще. Журналистка Müge Dağıstanlı Эрдоган сообщила, что даже близкие Кыванча заранее не знали о его решении. Когда они спросили о причине, актер якобы ответил примерно в духе: «Просто захотел, никакой особой или важной причины нет». Мне, если честно, такой ответ даже нравится. Потому что вокруг известных людей мы привыкли искать тайну буквально в каждом движении.
Человек удалил фотографию, уже поссорился с женой, перестал на кого-то подписываться, конфликт. Закрыл Инстаграм, значит непременно произошло что-то страшное. А Кванч, судя по этой версии, просто решил хватит. Причем Инстаграм он, по данным Мюги Дагестанла Эрдоган, не удалил окончательно, а приостановил. Значит, технически страница может вернуться в любой момент. А вот аккаунтом в X-Актер, как сообщается, пользоваться дальше уже не собирается. Есть только одна оговорка, которую я считаю важной. Сам Кванч не выходил к публике с отдельным официальным заявлением и не записывал видео с объяснениями. Информация о причине передана журналисткой со слов его окружения. Поэтому придумывать поверх этого семейные проблемы, тайный конфликт или какую-нибудь другую драму я бы точно не стал. Тем более, что сейчас у Татлы-Туга хватает занятий и без социальных сетей. Та же Мюги Дагестанла Эрдоган пишет, что после увлечения гастрономией и морем у Кванча появилось еще одно серьезное занятие – музыка. Он играет на электрической и акустической гитаре и пробует сочинять собственные композиции. Вот это уже любопытно. Представить Кванча с гитарой совсем несложно, а вот представить, что однажды он действительно выпустит собственную музыку, уже интереснее. Пока никаких громких музыкальных планов не объявлено, поэтому забегать вперед не будем. Что касается исчезновения из соцсетей, картина на сегодня довольно спокойная. Инстаграм приостановлен, X закрыт, а подтверждений какого-либо кризиса за этим решением нет. Так что поклонникам Кванча, похоже, можно обойтись без тревожных сценариев. Тем более, что следующая новость действительно касается семьи известного турецкого актера, только на этот раз повод совершенно другой. Мурат Йылдырым снова готовится стать отцом. После истории с Кванчем новость, где хотя бы не приходится разбирать подписки, удаленные фотографии и случайные кадры в поисках скрытого смысла. Мурат Йылдырым второй раз станет отцом. 12 августа турецкая пресса сообщила, что Мурат и его жена Иман Эльбани ждут второго ребенка. Причем общественность узнала об этом уже совсем близко к рождению малыша. Иман находится на 9-м месяце беременности. Почти весь этот период супругам удалось провести без лишнего внимания прессы. Для известных людей сегодня это, между прочим, редкость. Одно семейное событие иногда успевают растянуть на десяток публикаций с намеками, загадочными фотографиями и громкими заголовками. Мурат и Иман выбрали куда более спокойный вариант, сообщили тогда, когда сами посчитали нужным. У пары уже есть дочь Мирай, которая родилась 8 октября 2022 года. Теперь она совсем скоро станет старшей сестрой. После публикации Мурат сам подтвердил радостное событие в социальных сетях, поэтому здесь уже не приходится гадать, насколько правдивы сообщения журналистов. Семья действительно ждет пополнения. Для зрителей, которые давно следят за Муратом, новость особенно приятна еще и потому, что на экране ему обычно достается совсем другая жизнь. Его герои постоянно что-то выясняют, переживают предательство, разбираются с семейными тайнами, спасают отношения или пытаются понять, кто опять все испортил. Такое ощущение, что спокойный вечер сценариста его персонажам принципиально не дают. В реальной жизни сейчас все куда приятнее. При этом Мурат продолжает активно работать и готовится ко второму сезону Гюлерви и Гюнавар «Розы и грехи». То есть в ближайшее время у него будет насыщенным сразу по двум причинам: продолжение сериала и появление второго ребенка. Другие подробности супруги пока не выставляют на показ и, на мой взгляд, правильно делают. Главное они уже сообщили, а все остальное вполне может остаться внутри семьи. Турецкая светская пресса умеет раздувать историю буквально из одного взгляда в сторону камеры, поэтому такая спокойная новость даже немного выбивается из привычной повестки. Здесь все куда проще и приятнее. Мурат и Иман готовятся снова стать родителями, а ждать, судя по сроку, осталось уже совсем недолго. А дальше снова возвращаемся к сериалам, потому что там намечается любопытная новая пара.
Анур Туна и Озги Тёрер. Если переговоры завершатся соглашением, их впервые могут объединить в новом проекте Каракаю. Теперь к новой паре, которой пока еще нет на экране, но выбор актеров уже выглядит интересно. Для сериала Каракуя ведутся переговоры с Онуром Туной. Ему предлагают главную мужскую роль персонажа по имени Кахраман. Женская роль уже закреплена за Озги Тёрер, она сыграет прокурора Ферду. Анура пока нельзя записывать в утвержденный состав. По данным Берсин Алтунташ, от 12 августа переговоры продолжаются. О подписанном контракте пока не объявляли. Зато сама история уже понятна. Ферда возвращается в родные места под другой внешностью и с другой личностью, чтобы разобраться с прошлым и людьми, которые когда-то перевернули ее жизнь. За образом прокурора скрывается Фикрия, женщина, чья семейная история много лет назад закончилась трагедией. То есть перед нами явно не романтическая прогулка по Босфору с кофе в красивых стаканчиках. Здесь обещают семейные тайны, старые счеты и возвращение женщины, которую люди из прошлого совсем не ждут увидеть снова. Производством занимается OGM Pictures, сериал готовит для Канал D. Сценарий пишет Денис Акчай, режиссером заявлено Низакет Джошкун. Съемки планируют проводить в Токате. В состав уже вошел Сермиан Медиат. Он сыграет Кадира Агу, одного из ключевых отрицательных персонажей этой истории. А вот возможный выбор Онура Туны мне кажется удачным именно по типажу. Он хорошо смотрится в ролях мужчин, которым не нужно каждые 5 минут повышать голос, чтобы создать напряжение. Внешне спокойный, собранный, а по лицу все равно понятно. Человек явно знает больше, чем собирается рассказать. Рядом с Озги Тёрер это может сработать. После основания Осман многие зрители привыкли видеть Озги в совершенно определенной атмосфере. Здесь ей предлагают современную героиню, прокурора, да еще с тяжелым прошлым и двойной идентичностью. Для нее это уже заметная смена образа. Анур тоже получает не очередного случайного красавца для любовной линии, а одного из центральных мужчин большой семейной истории. Главное, чтобы сценаристы не решили, что достаточно поставить двух красивых людей напротив друг друга, включить музыку и дело сделано. Турецкое телевидение этот фокус пробовало уже столько раз, что зритель научился раскусывать его примерно за одну рекламную паузу. Если Анур подпишет контракт, сочетание действительно обещает быть любопытным. Озги Тёрер в новом для себя амплуа, Онур Туна рядом с ней и история, построенная на возвращении к старым семейным тайнам. Окончательного «да» от Анура пока нет, поэтому за этой новостью еще придется следить. А следующая возможная экранная встреча вызывает совсем другие эмоции. Там зрителям не нужно представлять, как два актера будут смотреться вместе. Они это уже прекрасно знают. Бергюзар Кареля и Кинан Имирзалы Аглу. Спустя годы после Карадая появилась реальная возможность снова увидеть их в одном сериале. А вот эту пару многие зрители помнят без всяких подсказок. Бергюзар Карель и Кинан Имирзалы Аглу могут снова оказаться в одном сериале спустя 11 лет после финала Карадая. Пока именно могут, потому что договоренности еще нет. 11 августа Берсин Алтунташ сообщила: Бергюзар предложили главную женскую роль во втором сезоне Эби, где играет Кенан. Актриса рассматривает предложение и должна дать ответ продюсерам. На сегодняшний день подтверждение, что она согласилась и подписала контракт, не появилось. Само предложение уже наделало шума по вполне понятной причине. В Карадае Кенан играл Махира, а Бергюзар – Фериде. Их история держала зрителей у экранов 3 сезона. Сериал завершился в 2015 году, а сам дуэт до сих пор вспоминают среди самых заметных пар турецкого телевидения. Поэтому представить реакцию поклонников нетрудно. Людям даже не пришлось объяснять, почему это интересно. Достаточно было поставить рядом две фамилии – Карель и Имирзалы Аглу. Причем речь не идет о попытке переснять Карадай или вернуть Махира с Фериде. Если Бергюзар согласится,
это будут совершенно другие персонажи и другая история. Вот это мне и кажется самым интересным. Через 11 лет актеры сами уже другие, зритель тоже изменился, и если их снова поставят рядом, неизбежно начнется сравнение с прошлым. Осталась ли та самая экранная химия, или все это красиво работает только в наших воспоминаниях? Второй сезон Айби сейчас вообще готовят с серьезными переменами. Афра Сарачаглу, игравшая Чиглу, покинула проект, меняются сценарист и режиссер, а сама история должна заметно обновиться. Съемки планируют начать ближе к концу августа. Поэтому новая главная актриса здесь нужна не для того, чтобы просто добавить еще одно известное лицо на афишу. После ухода Афры проекту фактически приходится заново выстраивать одну из центральных линий. Любопытно и другое. До Биргюзер в прессе ходили разговоры о Синем Кабал, жене Кенана и Мирзалы Аглу. Однако профильные сообщения сейчас называют именно Карель актрисой, которой действительно направили предложение. Если она скажет «да», продюсеры получат почти готовое событие еще до первого съемочного дня. Потому что половина аудитории придет посмотреть новый сериал, а вторая – проверить, что стало с той самой парой из Карадая спустя столько лет. Я бы посмотрел хотя бы из любопытства. 11 лет – приличный срок, и такие экранные встречи случаются не каждый сезон. Только радоваться возвращению пока рано. На данный момент есть предложение и есть размышляющий над ним Биргюзар, все остальное начнется после ее ответа. А теперь переходим к последней истории нашего выпуска. Там уже невозможное возвращение, а подтвержденное прощание. Причем с героиней, которую зрители «Клюквенного щербета» знали 4 сезона. Джерен Каракач покидает сериал, и для Нурсемы, судя по информации о новом сезоне, сценаристы выбрали очень тяжелую точку. А теперь к истории, которая для поклонников «Клюквенного щербета» оказалась куда неприятнее обычной смены актеров. Джерен Каракач покидает сериал. Нурсемы в 5 сезоне уже не будет. О ее уходе 11 августа сообщила Берсин Алтунташ, а спустя несколько часов сама Джерен попрощалась с персонажем, которого играла 4 сезона. И вот ее собственные слова как раз заставили зрителей насторожиться. Актриса призналась, что представляла прощание с Нурсемой иначе. При этом она поблагодарила зрителей, продюсера Фарука Тургута и Шоу ТВ за эти годы. Поэтому устраивать из одной фразы громкий конфликт между актрисой и создателями сериала я бы не стал, для этого просто нет подтверждений. Однако чувствуется, что такой финал истории Нурсемы оказался неожиданным и для самой Джерен. А теперь представьте реакцию людей, которые 4 сезона следили за этой героиней. Нурсема никогда не была персонажем, который просто сидит где-то сбоку за семейным столом. Вокруг нее постоянно происходили события, из-за нее спорили, ей сочувствовали, на нее злились. Ее отношения с семьей, попытки самой решать свою судьбу, любовные истории – все это давно сделало Нурсему одной из самых заметных фигур сериала. Поэтому вариант «актриса ушла», персонажа отправили куда-нибудь подальше и забыли, здесь, похоже, даже не рассматривался. 12 августа появилась информация о том, как именно 5 сезон объяснит отсутствие Нурсемы. По данным Берсин Алтунташ, действие начнется после скачка во времени примерно на полгода. В первой сцене Абдулла Унал и Ульви будут стоять у мест захоронения своих детей Нурсемы и Ильхами. То есть сценаристы выбрали для этой истории окончательную точку. И вот здесь, на мой взгляд, поклонникам сериала есть из-за чего расстроиться. Нурсему не оставляют за кадром с возможностью когда-нибудь вернуть. Ее историю закрывают так, что обратной дороги для персонажа практически не остается. Хотя еще совсем недавно зритель наблюдал за Нурсемой и Ильхами и мог ожидать продолжения их линии. Теперь новый сезон фактически начинается уже после случившегося, а все подробности зрителям, видимо, будут объяснять по ходу действия. Лично мне такой ход кажется довольно жестким. Не потому, что сценаристы не имеют права прощаться с героями. Имеют, конечно.
Турецкие сериалы вообще умеют за одну летнюю паузу так переставить мебель, что осенью включаешь телевизор и сначала проверяешь, тот ли сериал открыл. Здесь речь о персонаже, которого растили 4 сезона. Когда зритель столько лет вкладывается в историю героя, ему хочется получить полноценное завершение, а не просто обнаружить спустя полгода внутри сюжета, что все уже закончилось. Посмотрим, как авторы это объяснят. Пока у нас есть именно журналистская информация о начале 5-го сезона. Съемки должны стартовать 25 августа, а премьеру нового сезона планируют на 18 сентября. Причем Нурсема не единственная перемена. Из проекта также уходят другие знакомые лица. Берсин Алтунташ сообщала о прощании с Нилай, которую играла Фейза Джавелек, а также о выходе из истории Неслыхан Елдан и Барласа Картала. Так что 5-й сезон «Клюквенного щербета» будет заметно отличаться от того сериала, к которому публика привыкла за последние годы. И это риск. С одной стороны, проекту действительно нужны перемены. Нельзя 5 сезонов гонять одних и тех же людей вокруг одного дивана, одного семейного стола и одного бесконечного выяснения отношений. С другой, менять нужно аккуратно. Зритель приходит не только ради названия сериала, он привязывается к конкретным героям. Нурсема как раз из таких. Причем после ее ухода особенно интересно будет посмотреть на Абдуллу. Если информация о первой сцене подтвердится на экране, новый сезон сразу покажет его человеком, который пережил потерю дочери. Это уже совсем другое внутреннее состояние персонажа. Для семьи Унал подобный поворот тоже не может пройти бесследно. Можно заменить актера, привести нового героя, придумать новую любовь. Но когда из истории убирают человека, который 4 сезона был частью семьи, приходится менять саму атмосферу внутри дома. Вот за этим я и буду следить в первую очередь. Не за тем, сколько новых персонажей приведут продюсеры и какую еще красивую пару нам покажут в рекламном ролике. Интересно, останется ли «Клюквенный щербет» тем самым сериалом после такой большой перестройки. Потому что 5-й сезон еще даже не вышел, а зрители уже сообщили сразу о нескольких серьезных изменениях. С Нурсемой решение, судя по опубликованной информации, принято окончательно. Джерен Каракач попрощалась с проектом после 4 сезонов. И теперь остается только увидеть, сумеют ли сценаристы попрощаться с ее героиней так, чтобы зритель не сказал: 4 года смотрели и вот так все закончили. Вот таким получился этот выпуск. За несколько дней новые роли, неожиданные решения, семейные новости, возможные возвращения и прощания, которых зрители явно не ждали. Напишите в комментариях, какая история зацепила вас больше всего. Верите ли вы в возвращение Бергюсар Карель, Кенану и Мирзалыгилу? Как относитесь к уходу Нурсимы? И кого из актеров вы хотели бы чаще видеть в наших следующих выпусках? Если вам интересны свежие новости турецких сериалов и актеров без выдумок и лишнего шума, обязательно подписывайтесь на канал. Поставьте лайк этому видео, так вы поддержите выпуск и поможете ему дойти до других поклонников турецких сериалов. Мистоси, спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся совсем скоро, впереди еще много интересного.